Истории инки из Лапландии. Легенда о любви на озере Сиида. Часть 6. Шаманка Инка подняла руки к небу. В ее ладонях сиял солнечный камень, священный камень ее рода. Камень, соединяющий землю и небо, дарованный самим солнцем ее предкам. Инка была его хранительницей. Она позвала своего отца, оленьего бога, хранителя верхнего мира. Инка сделала шаг вперед к самой кромке воды. Ветер поднял ее волосы, и голос ее стал глубже, словно через нее заговорила сама земля. «Отец, хранитель небесных тундр!» Она крепче сжала солнечный камень, и его свет стал еще ярче. «Услышь меня! Я зову тебя не как шаманка. Я зову тебя, как твоя дочь. Дух из Нижнего мира пришел ко мне», — продолжила Инка. «Но в его сердце нет тьмы. В его сердце любовь. Он услышал ёй, который не должен был услышать. Он полюбил ту, кто принадлежит свету». Голос ее дрогнул, но не от слабости, а от силы. «Отец, если миры разделены, зачем тогда в них рождается любовь?» Свет камня вспыхнул, отражаясь в воде озера Сиида. «Я прошу тебя, отец, не как хранительница солнечного камня, а как та, кто слышит голоса 3 миров. Открой Гувласу путь, дай ему шанс пройти через свет, не как дух тьмы, а как тот, кто выбрал любовь. Если он падет, пусть это будет его судьба. Но если он пройдет...» Она посмотрела на Гувласа. «Пусть изменится не только он, пусть изменятся миры». Солнечный камень вспыхнул ярким светом, и в этот миг небо осветило. Отец услышал ее просьбу. Воды священного озера засияли светом. Небо вспыхнуло сиянием, и тропа, сотканная из света, спустилась вниз, соединяя небо и землю. Это была тропа в верхний мир, дорога, зовущая Гувласа навстречу Саэлье. Гувлас взлетел к сияющей тропе. Сначала его крылья дрожали. Он никогда не видел такого света. Но голос Саэлье звучал в его сердце, и тьма внутри него отступала. Каждый взмах крыльев обжигал Гувласа словно огонь. Ведь духам Нижнего мира не дано вступать в верхний мир. И все же он летел ради того, чтобы увидеть свою любовь, Саэлью. Ветер подхватил его, и черный лебедь взмыл к небу. Он летел по золотой дороге, соединяющей 2 мира. Дух забвения поднялся в верхний мир. Облака здесь плыли медленно, словно стадо небесных оленей, а дальние тундры сияли мягким светом. Здесь все было соткано из небесного сияния. И тогда перед ним явился величественный оленей бог.
отец шаманки Инки, хранитель небесных тундр. Его рога были сотканы из золота, и в них мерцали крошечные звезды. «Ты из Нижнего мира!» — произнес он, и голос его прокатился по небесам, как гул ветров. «Здесь нет места духам Нижнего мира!» — продолжил он. «Моя дочь попросила меня помочь тебе встретиться с Саэльей. Но прежде чем ты увидишь ее, ты должен пройти испытание. Лишь так Верхний мир примет тебя, и свет станет тебе не врагом, а домом». Гувлас склонил голову. «Я готов!» — тихо ответил он. И тогда пространство впереди задрожало. Перед ним раскрылись 3 сияющих пути. Первый путь пылал живым огнем. Алые языки тянулись и переплетались. В их свете отражалась сила и гордость. Жар этого пути не согревал, он испытывал и шептал: «Стань пламенем и сожги все лишнее в себе». Второй путь был соткан из ветра. Он кружился серебряной спиралью, и каждый его порыв обещал свободу, без памяти, без следа. Он манил легкостью облаков и шептал: «Позволь мне нести тебя, и ты забудешь обо всем». Третий путь не звал и не искушал, он просто сиял. Звездный свет струился по небу тихо и глубоко. Он мерцал, словно ночное небо, где каждая звезда знала свое имя и свою судьбу. В его свете не было ни жара, ни вихря, лишь спокойная бесконечность. «Перед тобой 3 пути», — сказал хранитель Верхнего мира. «Но лишь один приведет тебя к Саэлье. Выбери его сердцем. Ошибешься и вернешься во тьму, никогда больше ее не увидев». Гувлас почувствовал, как свет касается его крыльев, как древняя тьма внутри него дрожит не от страха, а от предчувствия. И в глубине своей души он услышал не гул огня и не шепот ветра. Он услышал ёйк Саэлье. Сердце его ответило, и черный лебедь полетел туда, где звездный свет не ослеплял, а согревал. Как только его крылья коснулись звездного пути, небо откликнулось. Перед ним вспыхнули крошечные огни. Каждый взмах крыла оставлял в воздухе серебряный след. И тьма, что всегда сопровождала его, становилась прозрачной. Оленей бог наблюдал молча. Он знал древнее пророчество. Тот, кто выбирает свет не из страха, а из любви, меняет миры. И вдруг звездный путь потемнел. Перед Гувласом возникла огромная черная бездна, глубокая, как сам Нижний мир. В нем он увидел себя прежнего, духа безмолвия, одинокого, сердцем
в котором не было любви. Из тьмы поднялась тень и заговорила голосом матери. Гувлас, сын мой, вернись в свой истинный мир. Тебе не место среди света. Ты — дух безмолвия. Ты рожден быть тьмой, а не светом. Вернись! Слова эхом покатились по небесам, крылья Гувласа дрогнули. На мгновение он почувствовал тяжесть веков, все свое одиночество, все столетия без Йойка и любви. И в тот же миг он услышал Йойк Саэльи, наполненный любовью. Гувлас понял, тьма — это не то, кем он является, это лишь то, где он родился. Я больше, чем дух безмолвия. Я тот, кто любит!» — крикнул он в бездну и ринулся вперед, прямо в черную дыру. Тьма не выдержала и рассыпалась звездной пылью. Путь вновь засиял ярче прежнего, и навстречу ему по свету летел белый лебедь. Когда их крылья соприкоснулись, между ними вспыхнул мягкий, теплый свет. Оленей бог смотрел на них, и в его древних глазах отражались уже не два существа, а одно сияние. «Любовь сильнее границ миров», — произнес оленей бог. Древнее пророчество сбылось. Любовь двух духов, верхнего и нижнего миров, стала вечной. Верхний мир принял Гувласа, а нижний мир навсегда закрыл перед ним свои врата.